Начну с того, что рассматривать мы будем классический формат 5 на 5 и поле 20 на 40 метров. Итак, в килу рекомендуется играть на натуральной или искусственной траве, также подойдет песчаный или снежный покров. В бесконтактную килу можно играть на паркете и прорезиненном покрытии баскетбольной площадки. Прежде чем начинать играть, убедитесь в безопасности поля, что не торчат из земли арматуры, не валяются стекла разбитых бутылок, поле не покрылось слоем льда. Игровое поле для килы представляет собой прямоугольник с соотношением сторон 2 к 1. Классический формат килы – поле 20 на 40 метров. Длинные стороны поля называются боковой линией, короткие стороны поля – чертой города. За чертой города находятся зачетные зоны – города. Обратите внимание, что боковые линии продлены за черту города минимум на 5 метров, тем самым обозначая и боковые границы зоны города, и минимальную глубину зоны города. Но это именно продленные боковые линии, а значит, что в любой ее точке действуют правила, относящиеся к боковой линии. Это важно, и это сейчас запомните, вы потом поймете, почему я на это делаю акцент. На поле отмечаются метки середины поля и метки 5-метровой зоны. Зачем нужна метка середины поля? В начале игры в атаге должны располагаться каждая на своей половине поля. Чтобы игроку в атаге понять, где заканчивается его половина поля, и существуют метки середины поля. Рядом с этими метками дополнительно еще встают боковые судьи, флажками обозначая середину поля. Пятиметровая зона. Пятиметровая зона – это пространство поля, где запрещено вводить мяч в игру. То есть, если мяч пересек боковую линию на расстоянии к городу ближе, чем 5 метров, то его розыгрыш всегда относится на 5-метровую метку. Либо если было совершено нарушение ближе, чем 5 метров к черте города, то розыгрыш нарушения относится параллельно боковой линии также на границу 5-метровой зоны. Либо если мяч пересек черту города не в руках игрока, то он разыгрывается также с 5-метровой метки на правом или на левом фланге, в зависимости от того, ближе к какому углу поля мяч пересек черту города. Необходимость 5-метровой зоны связана с механизмом розыгрыша мяча. При розыгрыше мяча игрок всегда должен находиться на своей стороне поля относительно мяча. На своей стороне имеется в виду на той стороне, где находится его город. Как раз 5-метровая зона является последним рубежом перед чертой города. Этого расстояния достаточно для защищающейся в атаге, чтобы выстроить своих игроков в защиту или в атаку, если они владеют мячом. Состав в атаге. Одновременно на поле находится 10 игроков, по 5 за каждую атаку. Также в атаге разрешено иметь до 5 запасных игроков. На поле могут одновременно играть и меньшее количество игроков в случае, если какого-либо игрока удалили по совокупности нарушений. В таком случае на поле может быть и 9 игроков одновременно, и 8, и 7. Но изначально игра начинается, у каждой в атаге 5 игроков на поле выстраиваются и начинают игру. Замены разрешено производить только после взятия города, неважно какого, но только после взятия города. Причем нет никаких ограничений по количеству замен, ни в рамках одного игрока, ни в рамках в атаге в целом. То есть можно поменять, допустим, всех 5 игроков.
Но главное это сделать после взятия города. Есть исключения. Можно менять игрока по травме во время игровой паузы, до взятия города. Но в таком случае атаман апеллирует к судье, судья на свое усмотрение принимает решение разрешить заменить игрока по травме. И в таком случае игрок, получивший травму и которого заменили, может выйти на поле только в следующей схватке. То есть до конца схватки он уже не имеет права выходить на поле. И более того, на поле он может выйти только с согласия атамана и дежурившего во время турнира врача. То есть после медосмотра первичного, если все в порядке с его здоровьем и он может продолжать игру, врач говорит, что дает свое добро, говорит, что да, этот игрок может выйти на поле и продолжать игру. Атаман, в свою очередь, принимает решение и берет на себя ответственность, выпуская игрока на поле, и тогда уже судья разрешает игроку выйти на поле и продолжать играть, но, повторюсь, только уже в следующей схватке. То есть в той схватке, во время которой игрока заменили по травме, он до конца схватки уже выйти на поле не может. В киллу можно играть и в других форматах. Главное сохранять пропорции размера поля 2 к 1 и пропорционально размерам поля увеличивать количество игроков на поле.